Приветствую вас на моем канале. В данном видео поговорим о волосах для куклы. У меня есть вот такая заготовка. Эта кукла связана по мастер-классу «Кукла Грация», который можно найти на моем сайте. Тело у нее обмотано для того, чтобы не испачкать его. И цвет куклы немного странный, но не обращайте на это внимания. Кому интересно, заглядывайте в мой инстаграм и другие социальные сети. Делать волосы для этой куклы я буду из стопроцентной акриловой пряжи. У меня это пехорка кружевная. Я возьму два цвета. У меня на канале уже есть видео по креплению таких волос для куклы, без узелков. Я быстро напомню, в чем суть крепления, и затем уже покажу, как я начесываю эти волосы. Возьмем какой-нибудь предмет, я возьму вот такой пенал. Для удобства делайте длину с запасом, потому что при вычесывании она теряется. Наматываю пряжу на пенал и с одной стороны отрезаю. Итого первого цвета я возьму около 80 волос. Количество зависит от размера кукольной головы и толщины пряжи. Второго цвета я отрежу 40 волос. Эта пряжа будет у меня на задней части головы. И начинаем крепление волос. Берем первый волосок будущий. Берем куклу. И также понадобится пряжа, которой вы вязали голову, либо другая какая-то нить плотная, неважно какого цвета, она будет идти внутри головы. Отрезаем около 15 сантиметров. И крючком, которым вы вязали голову, прикрепляем эту нить одним концом в любое место головы. Я креплю обычно к макушке, там, где у меня заканчивается вязание головы. Делаю узелок и работать я буду другим концом этой нити. Я примерно определяю место, где у меня будет начинаться выше лба линия роста волос. И обычно начинаю с центра головы крепления. Вот примерно сюда я буду крепить первый волос. В общем-то это не имеет значения, потому что при таком способе крепления можно в любой момент добавить волосы там, где это необходимо. Или можно наоборот убрать лишние волосы, когда уже будете делать прическу. Выводим крючок в то место, где у нас закреплена рабочая нить, захватываем ее и выводим в место крепления первого волоса. Теперь вводим крючок в место, где мы будем крепить второй волос. Я буду крепить волосы через 2 петли. Ввожу туда крючок и вывожу в место, где у меня выведена рабочая нить. Беру волос и прокладываю между крючком и рабочей нитью. Теперь захватываю рабочую нить и вытягиваю. Теперь нам остается только завязать узелок из двух кончиков будущего волоса. Я завязываю на один узел. Этого узла достаточно для того, чтобы волосы потом не вытягивались, никуда они из головы не денутся. Подтягиваем за рабочую нить так, чтобы узелок зашел внутрь, и при необходимости можно помочь чем-нибудь острым протолкнуть его внутрь. Вот так выглядит первый волос, который мы прикрепили. Он как бы растет из головы, и сколько его не дергай, он не вылазит. Аналогичным образом я креплю следующие волосы. Вставляю крючок в место, где у меня будет третий волос. Вывожу там, где у меня рабочая нить. Прокладываю волос между крючком и рабочей нитью. Захватываю рабочую нить, вывожу и завязываю волос на узелок. И проталкиваю его внутрь головы. Таким же образом я продолжаю крепление
по верхней части головы, а вот сзади я креплю другим способом. Иначе просто волос будет слишком много. Сзади покажу на одном волоске. Я вот таким образом ввожу крючок и вывожу через 3-4 ряда. Беру нить, складываю ее пополам, цепляю крючком и вывожу. И с этой стороны я делаю узелок. Таким способом я креплю всю заднюю часть и нижние части боковых сторон головы. Я прикрепила все волосы. Посмотрите, как это выглядит на данном этапе. Они как бы растут из головы куклы. Спереди это выглядит очень даже красиво. Сзади немножко похуже за счет того, что мы их крепили по-другому. Но зато они не получились очень густые. Итак, следующий этап – это расчесать обязательно волосы. Если не расчесать, то вычесать будет очень сложно и выпадет большая часть волос. Расческой с мелкими зубчиками я расчесываю так, чтобы каждый волосок из пряжи разделился на отдельные ниточки. Итого времени на то, чтобы расчесать всю голову, у меня ушло минут 20. Они будут вот так вот закручиваться, потому что они были скручены до этого друг с другом. Поэтому еще один этап, прежде чем вычесывать, эти волосы выпрямить утюжком. Посмотрите, сколько отходов у меня получилось на расческе, совсем чуть-чуть. Этой же расческой я разделяю волосы на небольшие пряди и беру утюжок для волос и аккуратно от корней к кончикам проглаживаю. Температура у меня выставлена средняя, но ориентируйтесь по той пряже, которую вы используете. Лучше сначала взять образец и попробовать провести по нему утюжком, так чтобы не сжечь пряжу, но при этом чтобы она выпрямлялась. Несколько раз я провожу по каждой пряди, чтобы все ниточки выпрямились. И уже становится заметно, что кроме того, что волосы становятся прямыми, они еще и начинают блестеть. Вот так выглядят волосы после их распрямления. Мне уже нравится эта прическа, и я раньше так и оставляла. Это неплохой вариант для кукольных волос. Но в этом видео мы будем еще и вычесывать эти волосы. Для этого я разделю волосы на две части, примерно пополам. Еще раз расчешу их немножко, если они запутались. И буду я вычесывать. Вычесывать я буду двумя разными инструментами, чтобы показать вам разницу. Одну часть я буду вычесывать обычной щеткой для животных, или она еще называется пуходерка. Я ее купила специально для кукол. Вот такие у нее зубчики, обратите внимание на расстояние между зубчиками и их форму. Вот таким образом, начиная с концов, я буду вычесывать эту половину волос. И вторую половину я буду вычесывать вот такой щеткой. Эта щетка используется для обуви в бальных танцах. Ей натирают подошву туфель, чтобы подошва не скользила.
И обратите внимание на чистоту и форму этих зубчиков. Сравним обе щетки. Видно, что у второй щетки они расположены гораздо плотнее. К тому же они очень острые, можно легко пораниться, поэтому она хранится и продается в кожаном чехле. И я попробую ей также начесать. Из-за того, что эти зубчики такие острые и их много, тут скорее движение получается так, как при начесывании липучкой. В отличие от пуходерки, где движения скорее напоминают о расчесывании. То, что у нас остается на щетке после вычесывания, пальцами не собрать, потому что легко очень пораниться. И я для себя придумала такой способ, как той же расческой, которой я причесывала куклу, я как бы причесываю эту щетку. И периодически во время вычесывания я освобождаю ее от этих остатков. Я потратила по 20 минут времени на каждую часть. Смотрите результат, который получился после пуходерки. Видно, что тут еще работы очень много. Еще нужно потратить как минимум столько же времени, а может и больше. И результат вычесывания щеткой для обуви. Волосы вычесались, да, они потеряли длину, но когда я довычешу первую часть, то у меня тоже длина потеряется. Мне для куклы длинные волосы не нужны, я сразу специально брала с запасом, поэтому я не особо старалась сохранить длину. Если разделить волосы на маленькие пряди и вычесывать каждую прядь отдельно, очень аккуратно, то можно получить более длинные волосы. Довычешу первую часть второй щеткой. Итого, при вычесывании первой части я сняла с пуходерки вот такой комок пряжи. И затем, когда я вычесывала уже второй щеткой ту же часть, я сняла еще немного. При вычесывании второй части полностью второй щеткой у меня получился вот такой комок. Примерно получается одинаковое количество. Я потратила еще 10 минут на то, чтобы закончить первую часть. Длину волосы у меня также потеряли. И вот такой результат. Кстати, я заметила, что если сначала начесать пуходеркой немного, а потом закончить уже второй щеткой, то времени потратится чуть больше, но зато волосы останутся длиннее. К слову, для вычесывания такой головы одной пуходеркой я потратила на другой кукле более 2 часов. Теперь я хорошенько расчесываю волосы расческой с мелкими зубчиками, чтобы убрать лишний пух, который остается после вычесывания. И после этого волосы уже можно обработать, сделать прическу, завить, например, или еще раз пройтись утюжком. Тут уже по желанию. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на канал и до новых встреч!